Кое-что интересное произошло, и достаточно быстро и внезапно. Выставка. И одним из художников, который там выставлялся, была Полина. Ее первая выставка. Но сначала нужна небольшая предыстория, как мы до этого докатились. Изначально мы жили в Стамбуле с друзьями, Вовой и Мариной, в одной квартире. Марина где-то в чатах в Телеграме нашла, что здесь проводятся русские квизы. Сходили пару раз туда. Оттуда узнали, что тут есть русская комьюнити закордонщики. Там мы узнали, что они организовывают еще много разных движух. Мастер-классы, игры в мафию, настолки и много чего еще. И среди прочего там были еще еженедельные занятия по скетчингу. Собираются желающие, позируют друг другу и скетчат. Полина с Мариной начинают туда ходить. Там появляются новые знакомства, и спустя несколько месяцев одна из участниц, Ксения, говорит о своем намерении организовать выставку. Выставиться там она предложила в том числе и Полине. Марина к этому моменту уже, к сожалению, была в Москве. А такой шанс для Полины, которая всего 2,5 года назад пошла учиться на художника-иллюстратора, выпадает нечасто. Поэтому было решено – участвует. И пока Ксения занималась организацией выставки, мы начали заниматься подготовкой работ. И вот мы узнаем, что дата и место выставки утверждены, и до дня открытия остается меньше 6 дней. Первые проблемы были уже на стадии оцифровки и распечатки. Добиться того, чтобы принты были максимально близки по цвету к оригиналам, оказалось не самой простой затеей. Если с маркерными работами получилось худо-бедно быстро, то с акварелью, это было прям долго. 3 или 4 раза ходили в типографию с ноутом, на месте вносили коррекции, делали цветопробы и так раз за разом. В итоге справились, но, это тяжко. Этап с визитками прошел как по маслу, с первого раза и сразу идеально. И когда уже было все готово, наступила пора ехать в галерею и украшать стену картинами. Галерея находится в центре города, недалеко от порта Каракёй, где рукой подать до Галатской башни, Галата-порта, а также до Стамбульского музея современного искусства и Стамбульского музея живописи и скульптуры. Очень людное и проходное место, кафешки, магазины. Но в этом обилии заведений вход в саму галерею, он теряется. Ну что ж, первый визит. Это было немного волнительно. На одной из этих стен будут висеть работы Полины. Мы пришли с Сашей, скульптором, самые первые, потом начал подтягиваться остальной народ. Начался процесс монтажа. Здесь представлено, 12 художников? По-моему, 12 художников. Ребята собрались, сами скинулись, арендовали помещение в галерее и выставили свои работы. Абсолютно у всех разные стили, есть даже, сейчас, не только картины. Настал день X. Через пару часов будет открытие галереи. И вчерашние все приготовления прошли успешно. Все картины были повешены на стену. Сегодня остались уже какие-то финальные приготовления. Распечатали афишу. Сейчас будем вешать. И есть только один нюанс. В этой галерее очень мало воздуха. Хоть с двух сторон нараспашку открыты все окна, не продувается вообще никак. Прям жарко. Обещали, что будет гроза, дождь. Думали, будет полегче. Но небо голубое. И дождя не предвидится. Так что опять будем потеть. Cheers!
Что я хочу сказать? Наверное, я был немножечко скептически настроен по отношению к количеству народу, которое должно прийти в первый день. Но здесь прям собралась целая тусовка, и люди меняются, и народ постоянно есть. Это прикольно. И народ интересуется картинами, народ покупает, играет музыка, чил, все люди общаются. Но единственное, что по-прежнему жарко. Ну а так круто. Ну а теперь время рекламной интеграции, за которую мне пока никто не платит. Я себе купил новую игрушку для съемки. Вот такой вот DJI Osmo Pocket 3. Потрясающая штука по своим возможностям, круто стабилизирует, очень крутая картинка, прям на удивление, на редкость. У меня к ней даже особой претензий нету, хотя я за картинку очень радею, и у меня требования немного завышенные. Pocket я решил купить здесь, в Стамбуле, хотя цены на технику здесь сильно выше, чем в России. И мне посоветовал один знакомый оператор, который тоже живет здесь же, магазин Camera Sales. Изначально это российский магазин, но они открыли свое представительство здесь, в Стамбуле. И цены, на удивление, а может не на удивление, правда, были ниже, чем у конкурентов. Поэтому просто лично от себя, если вдруг в Стамбуле решите купить что-то из фототехники, советую этот магазин. If I go here, he will come. If I go like this, yeah, it's super good. Yeah. Не то чтобы много какого-то экшена, движухи происходит на выставках, отмечу лишь пару интересных историй. Первое – это пожар. Пожар не в самой галерее, но в электрощитке этого здания. Были обесточены сама галерея, кафешка внизу. Обещали починить через несколько часов, но в итоге затянулось аж до следующих суток. Второе большое для ребят событие – это то, что их выставку посетило местное телевидение. Взяли интервью у пары художников, у одного посетителя, и где-то через пару дней уже был sürret по телеку. Artistlerin bir araya gelip de beraberce güzel bir sanat çıkartmak, yardımlaşarak yeni bir iş ortaya çıkartmak maksadıyla biz buradayız. İnsanlar düşünüyor ki sanat ve hayat farklı bir şey ama bence hep hareketinde, hep anında biz sanat görüyoruz. Что это была за выставка и что там происходило, думаю, стало понятно, поэтому сейчас просто передаю слово художникам, чтобы они рассказали о своем творчестве и показали свои работы. В одном прекрасном порту я обнаружил крышку от рундука, которую просто кто-то выбросил, и только я понимал, что это за сокровище, а это кусок от яхты. Поэтому я решил, что я хочу ее забрать. Поэтому я купил ее бесплатно и, в общем-то, решил, что распишу ее на тематику как раз моря. По морским законам, если ты спасаешь чужой корабль, то этот корабль теперь принадлежит тебе, потому что это единственный способ, как заставить людей помогать другим людям в море, потому что человеческая жизнь бесценна, но если ты сближаешься с чужим кораблем, который тонет, ты рискуешь своим кораблем. Поэтому единственное, чем можешь заставить человека его спасти, твой корабль, это отдать ему этот корабль. Поэтому это моя мечта найти корабль, пустой в воде где-нибудь. И пока этого не предвидится, я решил собирать его по запчастям и начал вот с крышки от рундука. Я вообще давно думала про выставку, где-то год, но активные действия начала предпринимать только 2 недели назад. Вот, и неделю назад мы решили про эту галерею, так что все произошло очень быстро, легко. Это техника диатипии, это ручная печать, только в одном экземпляре. Я вообще восхищаюсь индустриальными строениями всю жизнь. И у меня большая серия этих работ, здесь представлены только 4, но я надеюсь, что, может быть, будет еще какая-нибудь выставка. Техника — это digital art, я рисую на iPad.
потом печатаю на бумаге. Вообще задумывалось, что это будут эскизы, а в дальнейшем я их преобразую на холсты. Но, скорее всего, нет. Все-таки на холстах я буду делать что-то новое, а это пусть живет в этом формате. Что это? Это либо бессознательное, либо порнография. Я люблю истории про привидений, а в историях про привидений не бывает так, чтобы не было домов с привидениями. Да, безусловно. И когда я впервые побывал в Стамбуле, меня зацепили старые деревянные дома. И они как-то так отдались в моем сердце. Я просто понял, что мне надо их обязательно нарисовать. И уже потом я начал понимать, почему они мне понравятся. А нравятся они мне тем, что они для меня являются олицетворением какой-то истории большого количества людей, которые в них жили. Построили, жили, умирали там. Для меня очень важен нарратив, и я очень давно работаю с нарративом. И когда я что-то вижу, я автоматически некую историю как-то трактую по внешнему виду и придумываю историю. Обычно для акварель используется бумага. Я использую холсты, потому что это дарит невероятное удовольствие в процессе, поскольку это неуправляемая техника. Если бумага впитывает краску и как бы это ожидаемый итог, то здесь она всегда плывет, течет, и просто борьба с контролем. Потому что я могу все контролировать, и мне как бы это прям полезно прописано доктором, чтобы успокойся, жди, она доплывет, и ты увидишь, потом в конце будет круто. Когда читаешь название, наверное, не сразу понятно, в чем здесь эти люди, да? Вот, но тут больше про социальные роли, которые мы играем в мире, и я считаю, что это настолько все расплывчато и только через призму нашего восприятия, потому что мы воспитываемся так или иначе, только это несем по жизни. На мой взгляд, мы как флеш-носители вообще всего, что у нас есть, и все, весь наш бэкграунд, все, что в нас закинули, так или иначе. И мы это как бы продукт всех этих вот воздействий микро и макро извне. These characters are sometimes people I know, so if I'm going to do a specific person, I think about them, and then I think about the color that they wear or the color that they resemble, and so I pick up colors, and sometimes they're not acrylics on canvas, sometimes I just pick like Ebru paints, that is not supposed to really go well together with the canvas. So I just pick out their color. I say, okay, he's got green and his eyes are blue, so he wears black. So I pick specific colors for that person, and then I just do their portrait. And sometimes it's just, sometimes like this one, it's just no one that I know. And then sometimes I'm like, I just want to do something of my imagination, but it's so weird because sometimes it really looks like the person, like somebody comes up to me, it's like, oh my god, I look like that painting, and I'm like, okay, you really do, and like they really do, and then they get that, so that's my story. Мне очень нравится скетчинг домов, жизненных ситуаций, людей и так далее. И мне очень нравятся смешанные техники, когда смешивают акварель, лайнер, маркеры, лайнер, тушь и так далее. В данной выставке представлены работы акварельный карандаш лайнер и маркеры лайнер. Вот эта работа, с которой я начинала эту серию. Все эти дома в Турции. Данные работы я задумывала в формате А6, то есть они мне виделись как формат открыток, но когда я вставила их в рамку, я поняла, что мне хочется дать им больше воздуха, поэтому я выбрала формат от рамки А4. В принципе, оставляет какую-то легкость, воздушность вокруг себя. Для меня важно, когда работа сама по себе говорит за художника. И я надеюсь, то, что я испытывала, тот, кто смотрит, зритель, он испытывает примерно то же. Но если он испытывает какие-то другие чувства, это даже наоборот интересней, потому что все мы разные, и даже одна и та же вещь может какие-то разные отклики давать. Техника самая что ни на есть классическая. Это бронза по выплавляемой восковой модели. То есть как древние греки работали, вот так же примерно и я работал. Глина, пластилин, дальше воск, дальше бронза, обработка бронзы. Я вдохновлялся тем, что я видел вокруг. То есть, например, дождь, который виден с расстояния. Как он выглядит, как он движется. Можно ли его передать в статической форме, чтобы чувствовалось, что он идет. Или вот
Эта вещь, это в чистом виде движение. Это очень простое движение, вот какая-то такая ломаная линия, которая обрастает плотью и становится как будто биологической. Я сначала лепил, потом формовал, потом отливал, потом я относил это в литейную мастерскую, где мне это отлили из бронзы, потому что бронза это требует уже, никак нельзя сделать на балконе. И там же покрасили, и дальше я ее смонтировал. Это долгий был процесс. Наверное, меня привлекает какой-то мистицизм природы, и, в принципе, то, что я изображаю, это все достаточно живые, настоящие элементы, которые существуют. И я вдохновляюсь многообразием природы, поэтому я сочетаю различные черепа животных, различные глаза, и также мне нравится соединять человеческое и природное. Поэтому часто на моих работах можно увидеть какое-то присутствие человека в виде глаза, например, и все это окружено живыми природными элементами. Меня также всегда завораживало, почему какое-то количество одинаковых объектов производит, наверное, даже чуть-чуть страшноватое впечатление, и мне тоже интересно было всегда как-то проследить это, поизучать. This is technically a fractal fusion that I created. This fractal has specific combination that kind of be in loop in a specific way and then rotate also in a specific way. The fractal keeps looping infinitely till I stop it for sure. And here, see, I created a generative system able to generate hundreds of different geometrical shapes. Different than each other, and here literally I'm trying to tell a story in a funny way also, and in the end here we detected an error that the computer stopped working, and after hundreds, maybe thousands of generated shapes, we've got an error due to specific reasons. And what I wrote here, you can zoom in, attention, live bug detected, even computer have their flaws. Sometimes we just need to find the bug in our life to start functioning greatly again. So don't stop debugging your life. Stop always trying to be perfect. You are as perfect as you need to be today. Город сразу мне казался очень, не знаю, кинематографичным. Cinematic. Вот. И как раз, наверное, вот это была моя такая основная цветовая гамма. У меня все было такое оранжево-зеленое. И вообще город мне казался таким немного мистическим, и столько контрастов в нем. Я стала чуть больше про Стамбул читать, вот в том числе узнавать каких-то турецких авторов. И я немножко прочувствовала вот эту вот тоску над городом. Она есть. То есть вот чуть дольше здесь остаешься и немножко это начинаешь ощущать. Сам стиль, вот обработка, да, вот это черно-белое, я выбрала, когда, да, на меня немножко опустилась такая. Во-первых, в турецком языке очень много синонимов. И вот у слова тоска, к этому слову, наверное, их есть там слов 5 или 7. Типа хасрет, хюзюн. Да, немножко хюзюн, но и при этом и movement, движение, motion, да. You blame it on the recipe. Do what you want to me, 'cause I could never let it go. You toss my body out the sea, claim it was a tragedy, but I think everyone will know. You move into attack, so I sneak out the back. Yes, I can feel that it is time to go. So we start up the chase, I am out of space, 'cause I can never. А у меня на этом все. Как всегда, надеюсь, что это было хоть немного интересно. Большое спасибо за просмотр. Пока.